Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. В прошлом видео я показывала вам свою новинку, орхидейку, которую я купила в строительном магазине. Мне попалось такое чудо. На один цветонос она с мутацией, а на другой без мутации. И сегодня я вам покажу посадку этой орхидейки. В прошлом видео я показывала, что в центре розеточки этой орхидейки было что-то непонятное, желтое. Я решила промыть эту орхидейку, а для этого вытащить ее полностью из грунта, чтобы то, что я промою, не попало в грунт, а потом не пролезло на листья. Я решила вытащить орхидейку из субстрата полностью, промыть ее под сильной струей воды. И сегодня я буду сажать эту орхидейку в новый горшочек. Старый грунт я выбросила. Для посадки мне потребуются крупные куски коры. Я их положу на дно горшочка, чтобы орхидейка имела возможность дышать, чтобы ее грунт просыхал. Так, теперь я хочу примерить орхидейку, как она будет помещаться в этом горшочке. Так, орхидейка хорошо помещается в этом горшочке. Далее я обложу низ горшочка кокосовым волокном. Так, теперь опять кладем орхидейку в наш горшочек. Прокручиваем, чтобы корешочки хорошенько там распределились. И начинаем заполнять горшочек корой. Это кора, которую я собирала собственноручно в лесу. Я ее проваривала. У меня есть видео на канале, как я варила эту кору. Так, постукиваем, чтобы кора провалилась на дно. А еще у меня есть кора, которую я как раз сегодня проваривала от старой орхидейки. Это кора мелкая. Я хочу вперемешку засыпать крупную кору и мелкую. Как раз эта кора уже увлажненная после варки. Видите, она мокрая. Опять кусочки коры из леса. И снова мелкая кора.
Немножко кусочков коры из леса сверху горшочка. А еще у меня есть лесной мох. Правда, его совсем немножко. Я его собрала, когда была в лесу, когда собирала кору. Сейчас я его размочу и обложу вверх горшочка мхом. Смотрите, какой хороший. Следующим летом, а точнее осенью, надо будет обязательно собирать мха. Теперь необходимо этот мох хорошенько увлажнить. Помощница пришла. Как же без нее? Угу. Застукали на месте преступления. Так, берем нашу орхидейку. Наш мох, собранный в лесу собственноручно. Так, мусор убираем. И обкладываем вверх горшочком мхом. Как приятно, когда сам собрал, что это пригодилось. Вообще. Еще и такой красивый, не то что продают. Я вам показывала весь в листьях и какой-то весь пересушенный. А этот такой красивый, пушистенький. Я пыталась, чтобы он у меня рос, но что-то он засох. Летом попробую или осенью пособирать, и чтобы он у меня в баночке был живой. Видите, сверху корешочки, я их как раз мхом обкладываю, чтобы они не высыхали, не пересыхали. И когда мы поливаем, все вредные вещества остаются в мхе. Потому что мох — это природный антисептик. И он в себе будет оставлять все вредное. Все. Наша посадка готова. Сейчас покажу вам, что у меня получилось. А вот что у нас получилось. Воздушные карманы остались. Это очень хорошо, чтобы корешочки просыхали и дышали.
Как раз видно корешочки, чтобы следить за поливом. Если они станут серебристого цвета, значит пора поливать. А если зеленые, значит поливать еще рано. И вот наш красивый мох. Какой же он красивый. Надо будет обязательно насобирать. Я же люблю гулять по лесу. И заодно совмещу приятное с полезным. От шейки надо убрать подальше мох, чтобы шейка дышала. Такая красота у меня получилась. Как вам? И, кстати, вот этот цветочек, он такой крупный по сравнению с остальными. Так что, возможно, цветочки мелкие из-за того, что маленькая розетка у орхидейки. Еще совсем подросточек. Так что посмотрите разницу левого цветочка и правого. Во-первых, он самый первый, он крупный. Обычно первые цветочки чуть крупнее остальных. А во-вторых, есть надежда, что... Да не надежда, я уверена, что когда растение подрастет, цветочки будут гораздо крупнее. Ведь у слабых орхидей всегда и у маленького размера мелкие цветочки. Вот видите на заднем плане какой крупный цветочек. Эти помельче. Так что, надеюсь, с этой орхидейкой будет все хорошо. Следующий полив. Я буду ее поливать, когда просохнут корешочки, когда они станут серебристого цвета. И полью с антистрессом. С HB101. Пролью орхидейку. Чтобы она сильно на меня не обижалась, что я ее пересадила. Бедненькую. Она и так в стрессе, наверное. Транспортировка. Потом ко мне ехала. И ставим орхидейку в приготовленное кашпо. Поставили орхидейку в кашпо белое. И вот наши цветочки, очень красивые. Все-таки я очень рада, что купила эту орхидейку. Она меня очень радует, такой цвет яркий. Особенно на солнышке, все цветочки красивые. Скоро раскроется еще один бутончик. И будем любоваться. А этот цветонос я сейчас срежу до спящей почки. Вот смотрите. Это от цветочков. Это последний цветочек. И вот до почечки, до первой. Над ней сантиметра в 2 я обрежу цветонос. Вот видите? И сейчас весна. Мне кажется, она быстро зацветет вновь. Так, вот цветонос с цветочками, я его оставляю. А этот цветонос уже с завядшими. Один завядший, второй только раскрывается наполовину с мутацией. Все остальные уже завяли. Так что я ищу живую почку. Вот цветочек. И вот после цветочка последнего первая живая почка. И я над ней обрежу цветонос. Это мы убираем аккуратненько.
А на срез я капну капельку перекиси водорода. Перекись зашипела. И будем надеяться на цветение. Конечно же, больше я буду рада цветочкам с мутацией, но и без мутации тоже неплохо. Орхидейка очень красивая, неприхотливая. Я слышала, что она очень хорошо цветет. Часто, непривередливая. Надеюсь, и у меня такая же. А на этом я буду прощаться с вами, дорогие друзья. До скорой встречи, до новых видео. Пока-пока, мои дорогие. Желаю вам всего самого доброго, счастья, мира, добра, здоровья. И чтобы вам улыбалась удача.